Друзья, всем привет! Рад снова видеть вас у себя на канале. Сразу хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается, кто остается со мной, кто поддерживает видео лайками, комментариями, репостами, может быть, и все такое. Спасибо. И сегодня мы с вами узнаем все меню филиппинского Макдональдса. Узнаем, чем он отличается от Макдональдса в других странах, там, в Европе или в странах постсоветского пространства. Попробуем все меню, говорим о цене, узнаем основные отличия, а они там есть. Первый раз, когда я попал в местный Макдональдс, это было немножко для меня, странно, мягко говоря. В общем, погнали. Ребята, очень хотел заказать доставку, но здесь у меня деревня, сюда даже не ездит доставка еды. Так что придется ехать своим ходом. Но ничего страшного, заодно познакомимся с окружающей местностью. Сейчас вкратце покажу, где я живу, какая здесь дорога, ну и все такое. Так что погнали в Макдак. Дорога тут, конечно, ребят, прям, скажу честно, не очень. Может быть, поэтому и доставка сюда не ездит. Потому что здесь такая вот грунтовочка с огромными камнями местами. А вот такой транспорт здесь вполне распространен. Но даже здесь есть, вот смотрите, баскетбольная площадочка. Детишки с удовольствием здесь играются. Здесь сейчас что-то мало народу, но обычно здесь целые толпы к вечеру собираются и играют в баскетбол. Потому что баскетбол на Филиппинах — это одна из популярнейших игр. Вот дети что-то, не знаю, что они делают. Что-то собирают, наверное, какие-то. Вот видите, дорога какая. Здесь приходится, у меня седаны, и приходится, соответственно, аккуратненько вот так вот пробираться по этим каменюкам. Вот вдоль дороги, видите, бананчики растут. Ну, это, соответственно, не бесхозно, это, скорее всего, чьи-то, но тем не менее. Мы сейчас выехали, можно сказать, на нормальную дорогу. В основном дороги на Филиппинах все бетонные. Я думаю, что асфальт в таком климате не сильно приживется. Хотя в некоторых местах асфальт, в смысле бетонка покрыта все-таки асфальтом. Ребят, ну вот сейчас выехали уже на хайвей. В принципе, дороги на Филиппинах, я бы не сказал, что плохие. И даже местами вообще отличные. То есть это вот небольшой город, провинция, и все равно здесь вот в основном двухполосные дороги. Хотя основную проблему в трафике создает это вот такие вот тихоходные всякие транспортные средства, которые зачастую едут и в крайнем левом полосе, как бы, ну, им так удобнее, им так нравится. И вот они создают, собственно, пробки. Ну, как и везде, собственно. Вот амбуланс куда-то спешит. Вот здесь вот у нас торговый центр. И вот здесь вот парковка трайсиклов, потому что это основной вид транспорта здесь. Вот такие вот разноцветные, веселые, трехколесные мотоциклы с люлькой. Вон там уже на горизонте, видите, виднеется логотип Макдака. Народу немного вроде, нам повезло. Нам остается только ждать. Заказ забрали, уже кто-то его подъедает по чуть-чуть. Сейчас вот сезон дождей, и вот на обратном пути попали вот в такой вот уже ливень. То есть погода меняется просто моментально. Вот, ребят, приехали домой. Собственно, дождик продолжается. Просто ливень. А ведь только что светило солнце. Вот, Рауль. Так, ребят, дождик продолжается, но что поделать, обзор есть обзор. Макдак уже здесь, соответственно, мы привезли с Лори, и пора пробовать.
В общем, ребят, вот меню. Я вам показал его крупненько. Давайте начнем. Вот я тупанул, надо было сразу побыстрее это сделать. Я то, что взял десерты, это мороженое. С него, собственно, наверное, и надо начинать пробовать, потому что, ну, как бы тает, жара. Да. Конечно, оно уже расплылось. Естественно, растаяло. Какой-то он с шоколадом что-то. Ну, понятно, что он растаял. Я думаю, даже если бы не растаяло, то есть обычно мороженое тает, и оно все равно остается вкусным, да, ну, то есть она однородная. Здесь она какими-то крупинками. Не пойдет. Сейчас попробуем следующее. На самом деле их, по-моему, 3 или 4 вида здесь, но я взял 2, потому что, на мой взгляд, они плюс-минус одинаковые, может, разные только топпинги. Ну, то же самое, но, конечно, это с карамелью. Вот оно как отделяется, я не знаю, сыворотка какая-то, как суп какой-то, блин. Вот что это? Мороженое так не тает, нормальное настоящее мороженое. А это вот все отделилось, какая-то отдельно сыворотка, отдельно вот эти вот какие-то крупинки. Ну, карамель нормальная. Но сама основа, не, оно приторное, какое-то крупинками, в общем, совсем нет. Ну, сейчас сразу тогда кофеек попробую. Да, в принципе, в любом Макдаке я не люблю кофе, потому что он стрёмный, невкусный. Ну, соответственно, да, это американо, очень жиденький, кофе практически не ощущается там. Не. Пройдемся по бургерам. Что нам предлагает Макдак местный из бургеров? Quarter Pounder с сыром, без чипс. Они, конечно, тоже подостыли уже, подразмякли, но, тем не менее, прилипло все. Выглядит не очень. Но надо понимать, что пока мы довезли, пока я тут все вот разложил, но тем не менее не так уж и много времени прошло, чтобы выглядеть так плохо. Ну вот, и что это за бургер такой? Раз уж взяли, надо пробовать. Я его разрежу, потому что весь я его явно не съем, пробовать всего много. Ну попробуем. Блин, мухи налетели, наверное, не к добру. Ну, на вкус нормально. Это что-то типа просто большого чизбургера с овощами. В целом нормально. Я не знаю в целом с чем его сравнить. Был какой-то делюкс или что-то такое в европейских и там в российском Макдаке. Короче, что самое интересное, огромный заказ, и они не положили ни одной салфетки. Это, конечно, чудеса. Ладно, воспользуюсь своими. Так, ну возьмем следующий бургер. Чизи-бургер Макдо. Да, на Филиппинах называется не Макдональдс, а Макдо. Ну, хотя логотип Макдональдс, там все дела, но все они называют его Макдо. И даже вот надписи на бумажках тоже. Чизи-бургер Макдо. Сокращенно. Выглядит он как просто булка. В принципе, это и есть просто булка с микро какой-то котлетой и, видимо, сырным, ну, типа соусом. Это даже не сыр, а вот просто какой-то, не знаю, ну, вот такой вот. Тоже сейчас мы его распилим. Странно. Здесь, скорее всего, свиная котлета, потому что она какая-то свиная или даже куриная, что ли, или свино-куриная. Ну, съедобно. Нету такого типичного классического макдональдского вкуса. Так, дальше у нас идет чизбургер делюкс. Интересно, почему он тогда такой маленький. Сыр, эти огурчики, кетчуп, ну и котлетка. Тут, если что, за кадром много народу ждет тоже, соответственно, покушать Макдональдс. Поэтому я крайне аккуратно все разрезаю, и чтобы не свинячить, как говорится, все будут это есть потом. Ну да, чизбургер, но чем он делюкс, я что-то не понял. Я вот не помню, были ли в других Макдаках, ну, не в Азии, а в других Макдаках ананасовый сок. Здесь вот ананасовый сок, ну, со льдом. Ну, естественно, это концентрат, это не сок. Ну, нормально, не знаю.
типа invite, не знаю, юпи или типа того. Ну нормально, все, подбираться-то. Дальше у нас пойдет McChicken. И выглядит это как будто часа 3 это ехало, хотя на самом деле ну, прошел минут 40, может, час после того, как я забрал заказ. Жухлая какая-то зелень. Может, я придираюсь. Котлетка в панировке куриная, видимо. Ну, попробуем. Ну вот McChicken изнутри. По-моему, котлетка прям совсем сухая. Да, на вид прям очень сухая котлета и зелень, ну прям совсем жухлая. Короче, что-то у них с зеленью не то. Что-то она какая-то прям совсем жухлая. И на вкус, и на вид. Прям. Ладно, давайте тогда перейдем к классике. Это, собственно, Big Mac. Благо, Big Mac есть и в филиппинском Макдаке. Ну, на вид вроде как классический Big Mac. Ну, собственно, на разрез тоже классический Big Mac. Огурцы, салат и лук, все на булочку с кунжутом, да? Вроде все. Ну да, соус похож. В принципе, классический Big Mac. Кстати, ребят, мук что-то становится все больше и больше. Почему бы это? Я не знаю. Ребят, насчет Биг Мака существует даже такой индекс Биг Мака, потому что это, ну, как ключевое блюдо, наверное, в Макдаке, в принципе. Вот, и я тут себе такую сделал распечаточку. Это по разным странам. В Филиппинах, кстати говоря, не самый дешевый Биг Мак. Около $3. Самый дорогой, конечно, в Швейцарии и Лихтенштейне. Почему-то почти $8. Но как бы $3 здесь, на Филиппинах, это ну, совсем не дешево, честно. Ну а с прошлого года, как все мы знаем, в какой-то стране теперь нету Биг Мака. Как и самого Макдака, собственно говоря. Ну ладно. Кстати, как там вкусная точка поживает? Напишите в комментах, что там новенького, что вкусненького, пользуетесь, едите ли вы там. Ну, в общем, пишите, кто ест вкусно и точка. Так, ну продолжим тогда по бургерам. Это у нас двойной чизбургер. Двойной чизбургер выглядит более аппетитно, чем обычный стандартный чизбургер. Много сыра, 2 котлетки, кетчуп, огурчики. Сейчас попробуем. Ну да, в принципе, чизбургер, только двойной. Так, с бургерами вроде разобрались. Осталось у нас самое интересное. Ну, кстати, насчет цен относительно того же самого Биг Мака, $3, ну, не знаю. Так что, как там некоторые те же самые блогеры говорят, что тут, как прожить на Филиппинах там, на 400, на $300 в месяц. Да никак, ребят. Это что-то из разряда фантастики. Потому что цены здесь очень высокие на продукты питания, особенно если покупать продукты в супермаркете, то это очень дорого. Ну ладно, переходим к следующим блюдам. Что это такое, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ребят, это рис с котлетой. Рис, котлета, подливка с грибочками. В Макдаке когда-нибудь видели такое что-то? Давайте попробуем. Столовые приборы вот деревянные, что респект. Блин, рис. Ладно. Так, ну рис как рис. А вот подливка, кстати, прикольная. Даже остренькая. Явно такой грибной вкус. Котлет такое впечатление, что тоже как будто бы свиная. Либо свиная с курицей, не знаю. Но ничего, нормально, кстати. Немножко странно. В Макдональдсе есть рис. Так, и следующее блюдо у нас McCrispy Chicken Filet. А это что, бургер? А, нет. Короче, ребята, это тоже рис. Сейчас мы его сюда выложим тогда. Ну да, plain rice. Ну и вот так вот это выглядит поближе. Порция риса, какое-то куриное филе с какой-то подливкой. Не знаю, как это есть. То есть, что мне надо рис есть отдельно с курицей или попробуем соус. Немножко странный соус, не пойму. То ли он какой-то сырный, то ли какой-то сливочный. Пахнет курицей, как ни странно. Тоже неплохо, немножко остренькая курица. Но рис я не стал пробовать, уж но рис и рис. Порция довольно небольшой кусочек курочки. Наверное, за счет риса это будет сытно. Можно ли наесться? Но если перекусить, то, наверное, просто перекусить. Вряд ли
Можно наесться этим. Ну, короче, нормально, ладно, съедобно. Но странно. Странно, опять же. Рис. А-ла King. Написано with egg. А где тут egg? Короче, вроде как должно быть яйцо, но я его здесь в упор не вижу. То ли вот этот соус, это как-то он с яйцом, что ли, то ли что. То ли не положили мне сюда яйцо, не знаю. Ну, по стоимости, кстати, это 89 песо, то есть $1,5 где-то. Ну, в принципе, наверное, да, наверное, это как раз ориентировано на местных жителей, не знаю. Ну, блин, ну нет, я бы не стал себе такой заказывать. Не мое. Же еще кола есть. Но прям полная, прям до краев. Может, за счет того, что лед растаял. Ну, кола классическая, порошковая, как в любом маке. Так, давайте попробуем, наверное, картошечку. Здесь еще есть основные блюда, скажем так, но хочу показать. Ну, картошка фри вроде как все как обычно, но здесь есть один нюанс. Здесь есть картошка, которая называется... Не знаю, как она называется, по-моему... может, здесь написано. Mac Shaker Fries. Здесь просто какие-то сокращения, я что-то не понимаю, где она здесь. Короче, суть в том, что вместе с картошечкой выдается такой вот пакетик. А это для того, чтобы туда... Блин, вот... Понял. Не понял. Я думал, здесь как бы она двойная, и я думал, что... Короче, не знаю, как ее перегрузить сюда теперь. Так. Блин, ну вот как это, я не знаю, как я это должен делать. Короче, двойная такая коробка, блин, и типа как две порции картошки, но как их разделить? То ли я тупой, то ли что. Одну как-то зажал, половинку, другую перегрузил. Еще непонятно. Ладно, перегружаем сюда, и выдается вот такая вот химоза под названием чиз, которую нужно высыпать сюда. Нужно будет это перемешать. Прям как этот ролл там, знаете, или анаком вот этот был. Ладно. Перемешиваем. Шейкер. И получается вот что-то такое химозно-оранжевое. Ну, попробуем. Ну да, это вот типа как присыпка, как чипсы посыпают. Довольно химическая, но не очень. Ну, по мне так обычная картошка все-таки получше. Потому что это, ну, слишком какая-то химическая хрень. Короче, после этой картошки, естественно, все руки становятся тоже химически-желтыми. Но здесь есть еще одна картошка. Называется она что-то там... Twister Fries. Выглядит она как какие-то загогулинки. Ну, в принципе, с учетом того, что она уже вот больше часа стоит, выглядит неплохо. Сейчас попробуем. Ну, это длиннющий, смотрите. Вот это, кстати, прикольная. Просто она уже сейчас не хрустящая, потому что, ну, отмокла. Но на вкус она реально, она прикольная. Она похожа вот на, которая картошка по-деревенски, что вот это. Здесь нет картошки по-деревенски, естественно. Здесь есть вот это. И вот этот Twister Fries появился буквально недавно. Это новинка. Ну, реально прикольно. Да, это зачет. Twister Fries. И еще прикол в том, что я заказал в том числе и Happy Meal, в которые входили наггетсы с вот этим sweet and sour соус и что-то еще. Но я ничего не вижу, чтобы напоминало мне о Happy Meal. И плюс там я еще выбрал какую-то игрушку, которой тоже нету. Но вот это я все достал, то, что было в пакетах. И я не вижу этого Happy Meal в упор. Кидалово, филиппинское кидалово. Хотя, знаете, это даже не кидалово, это забывчивость, наверное. Короче, я хз. Ну, вот в Happy Meal входит 4 вот наггетса, соус. Я не знаю, что-то еще должно было там быть, по-моему. Это же Happy Meal. Ну да, вот, Happy Meal 4 наггетса. Ну и, короче, игрушка Toy. HM Toy. Но я не вижу здесь никакой игрушки. Это пирожок, это не игрушка. Это кукуруза. Короче, Макдональдс филиппинский кинул меня на игрушку. Вот так и знаете. Печально. Ладно, попробуем наггетсы с этим соусом. Ну, возможно, когда они были горячие или хотя бы теплые, были нормально. А сейчас это какая-то хрень. Хотя, по-моему, в Макдаках, в принципе, наггетсы не очень. И остается у нас с вами не так уж и много. Чикен Макдо. Что это у нас? Курица и опять рис. Но я уж не буду распаковывать рис. И вот такой вот соус. Вот этот флажок, это, короче, остро означает. Это означает... То есть, зачем мне 2 флажка воткнули с 2 сторон? Непонятно. Ну ладно. Ну, короче, вот такая курица в панировке. Ну да, острая.
но не сильно. Попробуем, что это за соус. Выглядит не очень аппетитно. Еще это за соус такой странный. Непонятный соус. Загущенный мукой куриный бульон. Короче, не очень. Курица тоже такая сухая, так себе. Еще одна похожая коробка. Ну, блин, ребят, спагетти в Макдональдсе. Курица, вот этот вот стрёмный соус и спагетти с какой-то томатной, видимо, пастой и какими-то кусочками сыра. Ну окей, спагетти так спагетти. Ну блин, макдаки, спагетти. Сладкие, невкусные макароны. С невкусным каким-то с томатной какой-то жижей, с непонятным сыром. Не, ребят, это плохо. Это не Макдональдс, это не знаю, что это. Ну, это Макдональдс, но нет. Это прям хрень. Какая-то огромная коробка. Ничего не подписано. Ептать. Короче, это просто огромная просто коробка вот этих вот стрёмных макарон. Но... Ну что, их пробовать опять? А, здесь какие-то сосиски. Макдональдс. Как это? В смысле? Короче, это макароны с стрёмной томатной пастой, с сыром, прям крайне невкусным. И вот сейчас зачерпнем еще эту сосиску. Не, ребят, ну это, если будете здесь и пойдете в Макдональдс, точно не берите макароны в Макдональдсе. Что-то это прям бред. Такие макароны хочется сразу запить чем-то. Ужасно. Что это? А, и вот порция кукурузки. Просто вот кукурузка. Без ничего, без соуса, без ничего. Ну, попробуем кукурузку. Не, даже кукурузка прям не очень. То ли солью сюда бахнули, то ли что-то такое. Короче, блин, ребят, не. Так, ну и смотрите, на десерт, что? Apple pie, яблочный пирожок. Наверное, пирожок-то будет нормальный. Ну, выглядит как обычно. Пирожок нормальный. Чувствуется яблоко, корица. Нормально. Что хочешь сказать о местном Макдональдс? Здесь нету моего любимого Биг Тейсти. Это очень печально. В целом меню очень скудное. Представленное буквально несколькими бургерами. И зачем-то сюда добавили рис, спагетти. Я понимаю, что владелец местного Макдональдса решил локализовать под местные предпочтения. Но, с другой стороны, зачем мне идти в Макдональдс, чтобы поесть там рис с макаронами? По мне так это бред. Почему нельзя было добавить как бы океан кругом? Ну, куча рыбы, куча морепродуктов. Почему здесь нету там тех же роллов, допустим, с креветками? Почему здесь нету, как он называется, филе-о-фиша, ну, или типа того, хотя бы какой-то аналог, там, с тунцом могли бы сделать там что-то. Почему нельзя использовать другие продукты? Почему решили взять, ну, понятно, рис, допустим, ладно, рис здесь все едят там круглыми сутками. Но почему нельзя использовать морепродукты для, чтобы как-то разнообразить меню и сделать его более вкусным и интересным? Для меня это загадка. В принципе, иногда я заезжаю там перекусить в Макдак, здесь в том числе, но ну, крайне редко бывает. То есть в любых странах, где бы я ни был, я всегда посещаю Макдональдс. Мне просто интересно сравнить в каждой стране, какой вкус, сколько там по цене это выходит. Помимо того, что здесь это дорого, то есть каждый день ты не будешь здесь питаться в Макдональдсе. И к тому же здесь еще и невкусно, не разнообразно, неинтересно. Странное заведение. В общем, я считаю, что если вы приедете на Филиппины, то Макдональдс это прям на самый крайний случай оставьте. То есть прям когда совсем ничего вокруг нету, или совсем не доверяете местным продуктам, то, наверное, можно зайти в Макдональдс перекусить. Но вы разочаруетесь, я уверен. В общем, ребят, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комменты. Сегодня такой получился обзор на местный Макдак. И всем спасибо большое за просмотр. И все, до новых встреч, пока.